Мы все равно атомную станцию построим. И даже не мы заказали эту станцию у Российской Федерации. Это основной игрок. Строительство Островецкой АЭС – это очень опасный проект во всех смыслах. И в политическом, и в экологическом, и в энергетическом. Вы сами понимаете, какие сегодня у нас отношения с Российской Федерацией. Общество очень напугано разговорами и дискуссией об углубленной интеграции, а белорусская АЭС строится за российские деньги. И, конечно, есть такой вопрос, а не будет ли белорусская АЭС, построенная за российские деньги, использоваться как инструмент в гибридной войне между Белоруссией и Россией? Общественность бы хотела знать. Не говоря про то, а зачем нам вообще белорусская АЭС? Достаточно ли у нас каких-то производств в Беларуси, которым действительно нужна электроэнергия в таких масштабах? Куда мы потом ее будем продавать, если страны Балтики и Польша, в принципе, отказываются уже даже на этапе строительства покупать белорусскую электроэнергию? Так что, с моей точки зрения, строительство Островецкой АЭС – это очень нецелесообразный и очень непродуманный проект. У нашего дома есть очень простая и четкая позиция по Островецкой АЭС. Строительство атомной станции в Островце должно быть немедленно остановлено. Мы не одиноки в такой позиции. 6-7 июля 2019 года представители разных политических партий, движений, общественных организаций собрались в Висагиносе, это Литва, и обсудили ситуацию со строительством АЭС и планируемым в 2020 году вводом в эксплуатацию Островецкой АЭС. Планируемо во второй половине 2020 года выдача лицензии на эксплуатацию первого энергоблока Островецкой АЭС очень сильно беспокоит наш дом и наших коллег, поскольку до сих пор белорусское правительство не решило проблему следующего характера. Во-первых, не решены проблемы в области безопасности. На сегодняшний день нет не только стратегии, но и приемлемых, безопасных решений по обращению с отработанным ядерным топливом. Этот вопрос должен был быть вынесен на обсуждение с общественностью в соответствии с белорусским законодательством и международными обязательствами Беларуси, но этого сделано не было. В проекте Островецкой АЭС отсутствует пристанционная площадка сухого хранения отработанного топлива, а между Беларусью и Россией до сих пор нет соглашения о переработке отработанного топлива Островецкой АЭС. В России даже на стадии планирования проекта не существует мощностей по переработке отработанного ядерного топлива от реакторов Островецкой АЭС. И это тоже проблема. При этом присутствует ряд серьезных проблем безопасности, которые были выявлены в результате европейской партнерской проверки и общественной экспертизы стресс-тестов Островецкой АЭС. Благодаря этим стресс-тестам не была доказана сейсмоустойчивость оборудования, влияющего на безопасность, функциональность пассивных и активных систем безопасности Островецкой АЭС. Российский проект АЭС-2006 не соответствует современным подходам к безопасности. Он также не соответствует рекомендациям МАГАТЭ и Вендра. Там есть корпус, металлический корпус 20 сантиметров толщиной, бочка, в котором будет помещен реактор. Они перемещали его на складе. Мне доложили на утро, когда этот инцидент произошел, они там тренировались, поднимать его собирались. На утро мне доложили, его подняли на мой рост примерно, может, чуть выше, 2, где-то чуть больше метров, и у них стропы не выдержали, сполз эта бочка, и одним своим краем упала на землю, с которой ее подняли. Из-за этого снизилась надежность работы оборудования и возникли дополнительные риски. Также мы выявили следующие проблемы в области экономики. Публичных и актуальных данных
об экономической целесообразности Островецкой АЭС не существует. Наша страна не нуждается в дополнительном производстве электроэнергии. Кроме этого, отсутствуют крупные промышленные потребители энергии Островецкой АЭС, для кого, собственно, она и должна была строиться. Объема резервных мощностей Островецкой АЭС на сегодняшний день недостаточно, а создавать новые нерационально. Островецкая АЭС в перспективе окажет очень негативное влияние на развитие устойчивой энергетики и энергосбережения Беларуси, и вместе с тем внесет существенный вклад в увеличение внешнего долга Беларуси. Отметим ряд проблем в области экологии и культурного наследия. Островецкая АЭС способна оказать очень негативное влияние на микроклимат и сохранение объектов культурного наследия. Например, речь идет про Гервятский костел, ввиду того, что будет использованы мокрые градирни. Очевидно негативное влияние Островецкой АЭС на особо охраняемые природные территории поблизости из-за увеличения антропогенной нагрузки. Островецкая АЭС представляет опасность для краснокнижных представителей фауны Беларуси, включая лососевых, которым грозит исчезновение в результате повышения температуры в реке Вилия. При этом нерациональное и неустойчивое использование водных ресурсов реки Вилия, характерное для атомной энергетики, создаст дополнительные риски в условиях глобального изменения климата. Запланированные штатные выбросы радионуклидов, которые допускает российский проект АЭС-2006, повысят радиационную нагрузку на природу и людей, и так пострадавших от Чернобыльской аварии. Также обращаем ваше внимание на проблемы в области прав человека, на проблемы национальной безопасности и международных отношений Беларуси. В первую очередь, это усиление технологической, энергетической и экономической зависимости от России. Роль, которая отведена белорусской и Островецкой АЭС в так называемой углубленной интеграции с Россией. Островецкая АЭС – это источник трансграничных споров с соседними государствами, например, с Литвой. При строительстве Белорусской Островецкой АЭС была нарушена Конвенция о воздействии на окружающую среду ООН. Новые нарушения по выбору площадки были отмечены внеочередной встречей сторон Конвенции в 2019 году. При строительстве Островецкой АЭС были нарушены права граждан Беларуси, что было отмечено органами Орхусской конвенции, Европейской экономической комиссии ООН. В частности, во время встреч сторон Конвенции в 2014 и 2017 году. Мы считаем, что запуск Островецкой АЭС создает неприемлемые риски для людей и природы Беларуси, затрагиваемых стран, а также для экономической и финансовой устойчивости Беларуси. Белорусская АЭС угрожает национальной независимости, суверенитету страны, и строится она в условиях безответственности и непрозрачности действий белорусских властей. Мы, наш дом, обращаемся к правительству Беларуси с призывом немедленно остановить запуск и строительство Островецкой АЭС в Беларуси. До ввода в строй Островецкой АЭС осталось не так много времени, и его с каждым днем становится все меньше и меньше. Если строительство будет остановлено до пуска, это поможет избежать неприемлемых для белорусов экологических рисков и высоких затрат на обращение с остающимся опасным на протяжении тысячелетий отработанным ядерным топливом. Это даст шанс Беларуси сохранить суверенитет в условиях возрастающего давления, в том числе энергетического, со стороны Российской Федерации. Российская АЭС на белорусской земле – это инструмент гибридной войны. Он может быть использован при любом локальном конфликте с участием России. Разрушительную силу этого инструмента уже показал Чернобыль.